Привет, Руелла, рад тебя видеть. Hello, Ruella. I'm glad to see you. Yes, I'm glad to see you. And I'm glad we had that conversation together, Vadim. Да, я рада, что у нас, я тоже рада, и рада, что у нас состоялся с тобой разговор, Вадим. Да, это было очень трогательно, профессионально и душевно. Спасибо Yeah, тебе. it was very touching, professionally, and very warm. Thank you. Yeah, I've been thinking about you since. Да, я думала о тебе с тех пор. Hello, Oksana. Привет, Оксана. Оксана, Hello, glad to see you. Yeah, good to see you too. Yeah. Да, рады видеть друг друга. Да. я хотел сказать, Руелла, я поздравляю тебя с праздником, и для меня и удивление, и счастье, что в этот праздник ты с нами. Yes, I would like to congratulate you with your Independence Day, and I'm glad that you are together with us during this day. Yeah, thank you. Thank you. Да, спасибо большое. So we wait for some people to arrive. We have 24. Shall we wait for more people, or is this it today? Мы ждем еще кого-то. Вот я вижу там 24 человека, или уже это все на сегодня? Я думаю, что люди будут подходить, можем минуточку подождать и потом начинать. I think the people will come, and we could wait for 1 minute and then to start. Yeah, okay. George, Yeah. it's good to see you, George. Yes, it's nice to see you too, and I also congratulate you with the Independence Day. Что там, Жора? Она сказала, что ты красивый, прекрасен? Нет, я поздравил ее тоже с Днем независимости и сказал, что рада меня видеть. Жора, скажи Руелле, что я сегодня чуть раньше уйду. I'll have to leave you earlier than so. No problem. Да, никаких проблем. You have seen a lot of me. Ты увидел уже многое из меня. Okay, so let's begin. Хорошо, ну что, давайте тогда начинать. I just want to take a look at who is here. Да, хочу просто посмотреть, кто здесь сегодня. Some of you I remember from the other times. Да, некоторых я помню с прошлых разов. Yeah, good to see you. Да, рада вас видеть. This has been a very difficult week for you all. И это была, похоже, довольно трудная неделя для всех вас. So much loss and so much grief and so much rage and so much terror. Такое количество потерь, горя, ужаса и ярости. It's a hard world to find some kind of balance. И, конечно же, очень трудно найти определенное некоторое количество баланса в этом. And this will be our focus of the work we do today. И это будет фокусом нашей работы, которую мы сегодня будем делать. How to find some kind of balance when the world is so out of balance. Каким образом найти хотя бы какое-то количество баланса тогда, когда мир настолько разбалансирован. So I hope this helps and you'll let me know. Я надеюсь, это поможет, и дайте мне знать. I'll do a little bit of lecture and then we'll move as we always do. Сначала я маленький кусочек лекции дам вам, а потом двинемся обычным нашим способом. First, I want to take a moment to be with you all because I have thought about you. Вначале я хочу взять некоторый момент, чтобы просто побыть со всеми вами, поскольку я много про вас думала. And it's always so good to see your faces. И мне всегда приятно видеть ваши лица. You are the face of democracy and liberty and freedom. И вы представляете собой лицо демократии, свободы сейчас. You are my 4th of July. И вы есть мое 4 июля. So, to begin this celebration, И для того, чтобы начать это празднование, I always start with the starting situation.
Я всегда начинаю со стартовой ситуации, feeling your back against the chair. в которой предлагаю вам почувствовать вашу спину, которая опирается на спинку стула. Your pelvis on the chair. Также ваш таз, который находится на стуле. My feet, you know, are crossed on the chair, but yours may be on the floor. Мои ноги, они пересечены вот таким образом на стуле, но ваши, наверное, стоят на полу. Whatever you do, you must find this. Мгм. Whatever you do in your life, you must find this support. Но что бы вы ни делали в вашей жизни, вам необходимо находить вот этот тип поддержки. And especially because you are traumatized therapists working with traumatized patients. Особенности, потому что вы являетесь травмированными терапевтами, которые работают с травмированными клиентами. So take a minute to find yourself here. Поэтому возьмите минутку, чтобы найти, ощутить, осознать себя здесь. It does not mean you have to feel comfortable. Это не значит, что вам обязательно должно быть комфортно. You only sense yourself, however it is. Просто почувствуйте себя, несмотря на то, какими бы эти чувства не были. Now, you feel your pelvic bones resting on the chair, yes? Да, просто почувствуйте, как ваши тазовые кости, они сидят, находятся на стуле. Sometimes I move the muscles away from the bone. Иногда я отодвигаю мышцы. Is there a problem? Что там, есть какая-то проблема? Someone is whispering. Кто-то шепотит там. Okay, if you're whispering to someone else, mute yourself. Да, если вы шепотите кому-то еще, то заглушите звук, пожалуйста. And then when you stop, when the other person leaves, unmute. И если, когда вы захотите нам сказать что-то, тогда вы снова включите звук. So I was showing you, you move the muscles away from the bone to feel the bone more clearly. И можно отодвинуть мышцы от кости, чтобы ощущать эту кость более четко. Okay, one person did it, thank you. Да, один человек это сделал, хорошо. Okay, now maybe with the bones more clearly on the chair, move to the right side. И теперь с, вероятно, большим ощущением ваших костей по отношению к стулу попробуйте подвигаться со стороны на одну сторону. One side, just one side. Просто на одну сторону. With your pelvic bones on the chair. So now on your right side, you are pushing against the chair. И попробуйте, чтобы на правой стороне вы толкали в стул. And you feel the chair already pushing back. А также ощущаете, что стул толкает обратно. You push against that right side a little more to come to the left. И попробуйте толкнуть с правой стороны чуть сильнее для того, чтобы передвинуться влево. Feel the difference. And now push again, just slowly. И почувствуйте разницу, и попробуйте снова толкнуться, только медленно. This is the difference between an exercise and an experiment. И в этом разница между упражнением и экспериментом. An exercise we do without awareness. Потому что упражнения мы можем делать без осознавания. An experiment we do and see what happens. А в эксперименте мы делаем что-то и замечаем, что происходит, что случается. If you do this in session, even with your patient, it will bring them into the present, the immediate present. Если вы будете делать даже это с вашим клиентом на сессии, это может клиенту перейти в настоящее, в момент здесь и сейчас. Whatever is happening now. Несмотря на то, что бы ни происходило здесь и сейчас. Okay, now sit back on 2. Теперь снова сядьте на 2 седалищных бугра. And even if you want to try this, И если вы захотите попробовать это, you could move forward with those pelvic bones. Вы можете двинуться вперед с вашими тазовыми костями. As they push against the chair. Когда они толкают стул. Find your feet on the floor and push up.
Ощутите свои стопы на полу и оттолкнитесь вверх. We're finding the push against and finding the push back of the other. Мы ищем вот это отталкивание от, а также ищем обратный толчок другого. Bend your knees. You may find more push against the floor. И согните колени и ощутите еще большее количество толкания по направлению к полу. Find the chair. И сядьте, найдите стул. Let's do this easily a few times. И давайте попробуем легко сделать это несколько раз. The only way you move is to push through the world. Да, и когда вы двигаетесь, просто попробуйте толкать по направлению к миру. Pushing against the other Отталкиваемся от другого. and finding the others pushing back. И нахождение того, как другой или другое толкает назад. Expresses the bidirectionality of contacting. И через этот процесс мы можем проявить взаимонаправленность контактирования. Now, does that make sense to you all? Имеет ли смысл то, что я говорю? Yeah? Show me. Да, покажите просто. Lana, does that make sense to you? Лана, для тебя это имеет смысл, да. Okay. Thank you. I look at all of you. Да, спасибо всем вам. Okay, I'm going to look at everyday balancing in the relational field. Я хотел бы посмотреть на процесс ежедневного балансирования в отношенческом поле. And then I'm going to look at how we find the balance in times of war. А затем попытаемся посмотреть, каким образом найти равновесие во времена войны. How we find our equilibrium within the pressures of the field. Каким образом мы можем искать баланс при давлениях, которые присутствуют в поле. Now, Paul Goodman refers to these as tensions within the field. Пол Гудман говорил про некоторые напряжения поля. And how we equilibrate in various modes of contacting. И каким образом мы балансируемся в разные моменты контактирования. I like the word pressure. Но мне нравится слово давление. Because it's this continuous physical force exerted upon an object. Потому что это длительно существующая некоторая физическая сила, которая прилагается к объекту. Pushing against and feeling the others pushing back is the experience of contacting. Толкать и ощущать толкание другого, вот это является некоторым опытом контакта. Now we're always contacting the universal forces of field. И мы все время находимся в контакте с такими силами, полевыми силами Вселенной. Gravity, earth, space. Гравитация, земля, пространство. Now, if you're floating in the sea, если вы плаваете в море, especially the Dead Sea, if you're in Israel with all the salt, you have to do nothing. Особенно если вы, конечно, в Мертвом море купаетесь, то из-за плотности соли там вам ничего не надо делать. But even in the swimming pool, it's different lying there than lying in your bed. Но даже в бассейне лежать там, оно отличается от того, как вы лежите в вашей кровати. How gravity, earth, and space touch us is different. И то, каким образом гравитация, земля и пространство трогают нас, это другой способ. And when I walk up a very steep hill, И если я иду вверх по крутой горе, I deal with gravity, earth, and space in a certain way so I don't fall back. мне нужно специфическим способом взаимодействовать с гравитацией, землей и пространством для того, чтобы не опрокинуться. And when I walk down that steep hill, И когда я иду вниз по этому крутому спуску, I adjust myself in certain ways so I don't fall forward. то мне снова нужно приспосабливать себя особым образом, чтобы не кувырнуться вперед. Balance is something we make and remake all the time. Поэтому равновесие – это то, что мы делаем и делаем снова и снова в протяжении всего времени. Every step we take, we lose and find our stability.
С каждым шагом, который мы предпринимаем, мы теряем и находим нашу стабильность. So when I walk, my left leg moves forward. Поэтому, когда я хожу, иду, моя левая нога движется вперед. This big femur bone separates a little bit from the acetabulum or the hip socket. Наш From the hip socket? суставная головка, она немножечко отделяется от тазового сустава. Thank you. And then when I find the earth, the push against the earth brings that femur bone more fit into the hip socket. И когда я делаю шаг, то обратное толкание, оно снова помогает суставу войти в суставную поверхность. Okay. So I lose and find. Поэтому я теряю и нахожу. Every step I take. С каждым шагом, который я предпринимаю. Every move I make. И с каждым движением, которое я делаю. This is the existential nature of our human being. И это некоторая экзистенциальная такая природа нашего человеческого бытия. Now, I want to talk about our postural dynamic. Сейчас я хотел бы поговорить о нашей динамике поз. However you hold yourself now, just notice the way you're holding yourself. Просто заметьте, вот не надо ничего менять, просто заметьте, как вы себя сейчас держите. This is your postural dynamic. И вот сейчас это и есть ваша динамика позы. This is how you have stabilized in the world. И это то, каким образом вы стабилизируете себя в мире. This is a fundamental place you come back to make your sense of equilibrium. И это то место, в которое вы возвращаетесь для того, чтобы снова найти ощущение равновесия. Maybe we could say it is the expression of your personality function. И также можно сказать, что это может являться выражением вашей функции персоналити. Although the dynamic is always forming and reforming. И несмотря на то, что динамика постоянно формируется и переформируется. There is a preferred and fundamental way you hold yourself. Все равно есть некоторый фундаментальный и такой привычный способ, как себя держать. In this fundamental way, you are shaping and being shaped by the world. Это не тот фундаментальный способ, которым вы формируете мир, и мир формирует вас. It is, for example, например, I'll do it standing. Я сделаю это стоя. This is a postural dynamic that I always return to. Это, например, такая динамика позы, к которой я обычно возвращаюсь. Familiar to me. Она очень знакома мне. And in doing so, I am shaping and being shaped by the world. И делая ее, создавая ее, я формирую мир и являюсь формирующийся миром. There's another dynamic. Вот другая динамика. Another postural dynamic. Другая динамика позы. And another. И еще одна. Notice yours right now. Take a moment. Заметьте свою сейчас просто. Возьмите момент. Placement of your head. Заметьте, в каком положении находится ваша голова. And shoulders. И плечи. And your whole torso. И все ваше тело, How does it rest now on your pelvis? Которое сейчас покоится на вашем тазу. Because when you shift, as we talk, you will change and shift and you'll come back here. Поэтому, я думаю, по крайней мере, когда мы говорим, что-то будет в этом меняться, и вы будете возвращаться снова. Is that making sense to you? Не знаю, то, что я говорю, имеет смысл для вас? Can you notice yourselves and find your fundamental way of holding in the world? Попробуйте заметить и найти свой обычный, фундаментальный некоторый способ, как держать себя в мире. Yeah? Can you feel it? Can you sense it? Yes, no? Можете ли ощущать вы его? Да? Нет?
Yeah, okay. Yeah. We're looking at the physical forces of gravity, earth, space, yes? Мы рассматриваем физические силы гравитации, Земли, пространства, да? We're looking at how we literally push against the world И также мы в буквальном смысле рассматриваем, как мы толкаем по направлению к миру and feel the world pushing back. и чувствуем, как мир толкает обратно. So push your two sitting bones against the chair and see what happens. Попробуйте толкнуть ваши седалищные бугры по направлению к стулу и заметьте, что произойдет. Really push them down to see if your posture, yeah, good. Попробуйте, да, действительно их вниз толкнуть и заметьте, как это повлияет на позу. Okay. And now soften the push. А теперь смягчите толчок. Yeah, beautiful. Now you're feeling how you push against the world. Да, прекрасно. Теперь вы можете чувствовать, как вы можете толкать по направлению к миру. And feel how the world pushes back in various ways. И то, как мир толкает обратно различными способами. You can even push against the world. Yeah, Max is doing it. You can even push against the world with one side only and see what happens. А также вы можете толкать по направлению к миру, да, как Макс делает, вот с одной стороны, и заметьте, как это влияет. Anybody familiar with this? Знакома кому-то такая возможность? Yeah, more on one side than the other. Yeah, some Когда of вы you. толкаете с одной стороны больше, чем с другой. Да. How you push against the world influences how the world pushes back. И то, каким образом вы толкаете по направлению к миру, влияет на то, каким образом мир толкает обратно. How you push against the world, the push is your aggressing. Ваше толкание по направлению к миру является вашей агрессивностью. Движение к. Sorry, aggressing in gestalt-терапии. Да, а агрессирование, то есть движение к в гештальт-терапии, Meaning how you move out toward the world. означает, как вы можете выдвинуться по направлению к миру. Now, you may push against the world with a low intensity effort. И вы можете толкать по направлению к миру с низкой интенсивностью попытки. It may be soft and gradual. И может это будет толчок такой мягкий или такой постепенно нарастающий. Light. Легкий. Oksana, you're finding that in your body, I see. Оксана, я вижу, ты находишь это в своем теле. Try to find that in your body. Просто попробуй найти это в теле. Or you may push with high intensity. Либо же вы можете толкать по направлению к миру с большой интенсивностью. More abrupt ways. Такими более резким способом. Your movement patterns emerge from this postural dynamic. И ваши движения, они всплывают из вашей динамики позы. Low intensity push, maybe my gestures are low intensity. Если это будет низкоинтенсивный толчок, то мои тогда жесты будут малоинтенсивными. But it could be the opposite. Но может быть наоборот. Maybe low intensity push and my gestures are high and abrupt. Я могу использовать низкую интенсивность, но при этом мои жесты будут высокоинтенсивные и резкие. Everyone is completely different. И каждый из нас абсолютно разный. That's what's so exciting about being a person. Это так замечательно и интересно, в этом много интереса, быть человеком. You are like a snowflake. Everyone is completely different. Как и снежинки, каждый из вас абсолютно другой. Now you can have high intensity push. Или же вы можете иметь высокоинтенсивный толчок With low intensity gestures. с малоинтенсивными жестами. So you're just looking at how the gestures emerge from this postural dynamic. Поэтому просто заметьте, каким образом жесты могут всплывать из динамики позы. How we make the world emerges from how the world has made us and we make the world back and forth. И, конечно же, то, каким образом мы оформляем мир, влияет на то, как мир оформляет нас, и мы движемся. Now, I was talking about gravity, earth, space.
А также я уже говорила про гравитацию, Землю и пространство. and the difference between floating in a swimming pool and lying in a bed, А также разница между тем, чтобы плавать в бассейне и лежать на кровати. the difference between walking on earth А также разница между тем, чтобы ходить по земле. is different than moving on the moon. И это будет отличаться от того, если бы мы двигались на Луне. So every time gravity, earth, space changes, we change. Поэтому каждый раз, когда изменяется гравитация, Земля и пространство, мы также и меняемся. But there's also a social equilibrium, which I'm talking about. Но также есть и социальная составляющая того равновесия, о котором я говорю. And let me look at it with you in terms of mother and baby. И давайте поговорим про него в терминах мамы и ребенка. And you know, when I say mother, I mean the mothering figure. И помните, да, когда я говорю мама, я имею в виду, конечно же, материнскую фигуру. Baby in the arms of this mother. Ребенок находится в руках мамы. The baby rests the weight in the mother's arms. И он располагает свой вес на руки мамы. The baby is pushing against the mother's arms. И ребенок толкает по направлению к рукам мамы. And feeling the pushback of the mother's arms. И чувствует обратный толчок рук мамы тоже. Maybe the mother is anxious. Может быть, мама тревожна. And that pushback does not feel comfortable for the baby. И этот обратный толчок может быть дискомфортным для младенца. And the baby pushes against the mother's arms with higher intensity. И ребенок может толкать по направлению к рукам мамы с большей интенсивностью. And maybe pushes against with arms and feet. А может также начать толкать с помощью рук и ног. If the mother listens and understands the baby's movements, they will create a dialogue that is satisfying and there will be adjustment. И если мама будет реагировать на движение ребенка, то они могут создать некоторый диалог, в котором будет приспособление, подстройка. If the mother doesn't listen, there's going to be a difficulty in the dyad. И если мама нечувствительна и не слышит, то, конечно же, тогда в диаде будут трудности. Whenever I say mother and baby, think patient and therapist. И каждый раз, когда я говорю младенец и мама, вы можете думать также и о клиенте и терапевте. How does your patient push against you and how do you push back? Каким образом ваш клиент толкает по направлению к вам, и каким образом вы даете обратный толчок. If they come to you with high intensity, если они приходят к вам с высокой интенсивностью, do you lose your push? теряете ли вы свой толчок? Do you constrict your body and lose your push? Сжимаете ли вы ваше тело и теряете толчок? Or do you heighten your push in an exaggerated way? Или же вы начинаете прятать свой толчок некоторым таким усиленным способом? Always important, and especially during wartime, to notice how you're pushing against the other and how the other pushes back. И всегда очень важно, особенно во время войны, замечать, каким образом вы толкаете по направлению к кому-то и какой обратный толчок получаете. How do you find some kind of balance within this situation? И каким образом вы находите некоторый баланс внутри ситуации. Now, I'm going to propose that the social equilibrium that we feel is a similar ground to the literal ground underfoot. И я думаю, что то социальное равновесие, о котором мы говорим, может быть такой же поверхностью, вот, как и буквальная поверхность, о которой мы говорим. If you lose your equilibrium here with the other human person, и если вы теряете свой баланс здесь вместе с другим человеком, if you lose ground in this social relationship, и если вы теряете почву в социальных отношениях, there is a loss of literal ground underfoot. Будет буквальная потеря поверхности под вашими стопами.
Are there questions or thoughts before I go on? Есть ли какие-нибудь вопросы или комментарии, прежде чем я продолжу? У меня есть вопрос. I have a question. Если клиент во время сессии теряет ощущение равновесия, дальше говорит, да? Мне важно обращать на это внимание, ну вот как бы ты делала, обращать внимание просто как он теряет, или пробовать возвращать опору на себя, что видишь ли ты меня, там, почувствуй ноги. When the client loses the balance within the session, what's possible? What should you do there? You will try to restore the balance, or could you try to make him to pay attention to your balance? That's a beautiful question. Да, замечательный вопрос. Whatever happens in life is happening in the immediate present of the session. Потому что все, что происходит в жизни, может произойти в непосредственном настоящем моменте сессии. The way your patient loses balance in the therapy session И то, каким способом твой клиент теряет равновесие в терапевтической сессии, tells you something about how they live in the world. будет говорить вам что-то про то, каким образом клиент живет в обычном своем реальном мире. I'm always interested in what happened between us. И я всегда заинтересована в том, что происходит между нами. That this person loses a kind of equilibrium. Что приводит к тому, что этот человек теряет некоторый вид равновесия. They have lost ground underfoot. They have lost ground with me, and I have. Sorry, honey. Потеряли ли они почву под ногами, или же потеряли они вот эту социальную поверхность между нами? And I have lost ground with them. И я обычно тоже, конечно, теряю почву вместе с ними. I don't want to restore balance. И я не хочу восстанавливать баланс. But I want to create an environment from which balance can be restored. Но я хочу создать окружение, в котором равновесие потенциально может быть восстановлено. And that is by noticing what happened. И это достигается путем замечания того, что произошло. And that is by noticing my part in what happened. А также замечание моей части ответственности в том, что произошло. And you know, when we lose balance, what do? We retroflect. И вы знаете, что когда мы теряем баланс, часто мы ретрефлексируем. And if we explore the retroflecting, и если мы можем исследовать процесс ретрефлексирования, we can get to the introject and project. Мы можем добраться до интроектов, которые там есть и проекции. That are stimulated within this relational situation in therapy. Которые будут стимулироваться в этой отношенческой ситуации в терапии. I think next time I come, we talk about how to unpack the retroflection. Я думаю, в следующий раз, когда я приду, мы поговорим о том, как распаковывать эту рефлексию. Is that clear, Oksana? Clear enough? Достаточно ли, ответа было? Достаточно ли был внятен мой ответ? Да, спасибо. И возник интерес к распаковыванию проекции, интроекции, как это через тело можно увидеть. And yes, it's clear enough. And now I got some interest in how is it possible to get to the projects and introjects through the body. Maybe another. Beautiful. We'll do this in 2 weeks. Да, через 2 недели сделаем это. Thank you. I think, Max, did you have your hand up? Не знаю, мне кажется, Макс поднимал руку. Нет, это были аплодисменты. No, it was just the applause. So you understood, okay. Хорошо. Now, when I talk to my Ukrainian friends, Когда я говорю со своими украинскими друзьями, they tell me their body is different now than before the war. Они говорят, что их тело изменилось по сравнению с довоенными временами. Yes? Да? You are different in every fiber of your body.
И каждая частичка вашего тела, она трансформировалась. The literal earth underneath your feet before the war И в буквальном смысле слова ваша почва под ногами до войны is different than the earth under your feet now. отличается от той поверхности, которая под вашими ногами сейчас. Everything is different during this war, including how you live your body. И, конечно же, все по-другому во время этой войны, в том числе и то, как вы обживаете свое тело. How you feel, how you sense your body in this time. И то, как вы ощущаете тело в эти времена. If we know the ground underfoot is not stable, predictable, or reliable, Зная про то, что наша почва под ногами не безопасна, непредсказуема и неустойчива, how are we bringing that into our relationships? каким образом мы этот факт можем привнести в наши отношения? How does this social field become less reliable or dependable or predictable? Каким образом это социальное поле становится менее опорным, менее предсказуемым? To what degree? И до какой степени? And that's what I want to look at today because it's very important. И именно на это я хотел бы посмотреть сегодня, потому что мне это кажется очень важным. This dynamic posture that changes and rechanges И это динамика поз, которая меняется и снова. you know, all the ways that we hold to create any posture Все эти способы, которыми мы держим себя, чтобы создать какую-либо позу, in a retroflected field can get more rigid or more malleable. в ретрофлексивном поле она может стать либо более гибкой, либо более ригидной. In either case, we lose flexibility of creative adjusting. Но и там мы все равно можем потерять гибкость творческого приспособления. So however you hold yourself, И как бы вы себя ни держали, notice how you experience your pushing against the ground and how the ground pushes back. просто замечайте, как вы переживаете толчок по направлению к земле и как земля толкает снова. How receptive you are to the earth and how the earth is a support for you. И замечайте просто, каким образом вы восприимчивы к толчку земли и тому, как земля поддерживает вас. Is an indication of how receptive you are to your patient. И это может быть также показателем того, насколько рецептивны, восприимчивы вы можете быть к вашему клиенту. How you can listen to yourself on the earth is how you can listen to the other. И то, как вы можете слышать себя в отношениях с поверхностью, может быть похожим на то, как вы можете слышать другого. Sergey, you're hiding, but I see you came back. Hello. Сергей, ты хоть и прячешься, но я видела, что ты вернулся. Привет. So in a time of war and great trauma, И во времена войны и очень сильной травмы you can sit here also with your patient frozen. вы можете сидеть с вашими клиентами также замершими. But I want you to notice that you're frozen and how you're frozen. Но я просто предлагаю замечать, что вы заморожены и то, каким способом вы заморожены. If you're frozen with the other, you have something in common. И если вы заморожены с клиентом, то у вас есть что-то общее. And Vadim said this to me last week. И Вадим сказал мне это на прошлой неделе. You may have more in common now with your patient than before. Что сейчас у вас с вашими клиентами может быть больше общего, чем до этого. Than before the war. Чем до войны. If I notice how I'm frozen, если я замечаю, как и каким образом я замираю, I can listen to how you are frozen. Я могу слышать, как ты замираешь. I may even share, I know how that feels. И я даже могу поделиться, что, похоже, я знаю, каково это. Because I feel something similar.
Потому что я могу ощущать что-то похожее. Now we have more social ground developing. И, похоже, это ведет к тому, что развивается большее количество социальной почвы. And the literal ground of the earth will start to come in for you. И одновременно с ней к вам может возвращаться ваша буквальная поверхность, почва под ногами. I believe that what I try to help you with И я верю, что то, с чем я пытаюсь вам помочь, is to look at your traumatic situation now, это то, чтобы вы могли посмотреть на вашу травматическую ситуацию сейчас, how that lives in your body, каким образом она живет в теле, so it doesn't sustain itself and become long-term post-traumatic. чтобы она не смогла превратиться в долгосрочное посттравматическое самоподдерживающееся расстройство. To work with trauma is to collect as you are together И работа с травмой предполагает собирание and share with each other, as I know you do, вместе с другими людьми и соразделение. Я знаю, что многие из вас это делают. and to notice how this lives in our body, Sorry, can you repeat, please? and to notice how this lives in our body, А также замечать, каким образом это живет у нас в теле. because we know this will keep repeating itself until we pay attention. Потому что мы знаем, что это будет повторяться снова и снова до тех пор, пока мы не обратим на это внимание. People I love very much in this war И у людей, которых я люблю очень сильно в этой войне, my Ukrainian friends мои украинские друзья, tell me they don't want to sense what's going on. они часто говорят, что они не хотят чувствовать и ощущать то, что происходит. If I stop to sense myself, I won't do anything. Но если перестану ощущать себя, я не смогу ничего сделать. Being is the ground for doing. Потому что бытие является поверхностью для делания. And I worry about those friends who will wear themselves out. И я беспокоюсь за моих друзей, которые могут истощить себя очень сильно. And that can be true for all of you who are therapists. И это может быть правдой для всех, для вас, кто работает терапевтом. And the kind of work that you're doing now. С той работой, которую вы делаете сейчас. It is an ethical imperative to take care of yourself. Забота о себе должна стать некоторой этической императивой. If you are giving care. Если вы предоставляете заботу другим людям. Noticing yourself is very good care. И замечание себя является очень хорошей заботой. Okay, so I'm going to go on to some movement. Хорошо, я хотела бы перейти к некоторым движениям. Does this make sense to you? Пока то, что я говорю, имеет для вас смысл? Okay, good. Да, хорошо. Okay, so let's stand. Давайте встанем. Svetlana is already standing and ready. Да, Светлана уже стоит на готовности. And if you can't do any of this because of disability or you're too tired, you'll do it with a recording. И если вы по каким-то причинам не можете делать это сейчас, слишком устали, либо как-то здоровье не позволяет, то сможете сделать потом в записи. So let's do what we do every week, is shake ourselves out. Давайте сделаем то же, что делали на прошлой неделе, растрясем себя. One hand at a time, one arm at a time. Сначала одна рука. It's just, oh my God, my arm. Who knew I had one? Знаете, такой, о боже, рука, я же не знала, что она у меня есть. I forgot what you can do. А я забыла, что ты можешь делать. I can also wave to everyone. Я также могу махать всем. And now, when you finish, get it into the shoulder. First get it. Затем перейдите к плечу. Yeah, now stop. А теперь остановитесь. Notice whatever is there. Просто заметьте то, что есть. There is something there that you don't quite feel. Don't worry. И если там что-то есть, то, что вы не сильно можете чувствовать, то ничего страшного.
some sense more clearly than others now. Все равно это достаточно четкое, явное ощущение, которое есть сейчас. It's a practice. Это практика. This started to shake by itself. О боже, она сама начала трястись. 100 degrees of freedom. This arm it couldn't go anywhere. Да, у 100-градусная система свободы у руки, она может двигаться куда угодно. Has a life of its own. И может пожить своей жизнью. Notice your breathing. Да, заметьте ваше дыхание. You can make some sounds. И вы можете делать какие-то звуки. Now notice. И сейчас снова заметьте. Can we just shake our head just a little bit? Попробуйте потрясти головой немножко. Don't make yourself dizzy. Maybe you do it slowly. Да, попробуйте медленнее, чтобы голова не закружилась. And now shoulders. Теперь плечи. Rolling forward, rolling back. Двигать вперед, потом отодвигать назад. Oh, my pelvis got into it, my rib cage. И, похоже, моя грудная клетка и таз включились. And now notice. И снова замечайте. Because of time, we only do this a little bit, but you could do it for much longer. Сейчас мы поделаем этого чуть-чуть, только, просто дальше вы можете это делать гораздо более дольше. Left leg. Да, теперь левая нога. Right leg. Правая нога. Every leg. Любая нога, каждая нога. Whole body. И все тело. Let's walk and shake. Давайте попробуем походить и потрястись. Shake the knee, shake the body, shake the body. No, that's it. Потряситесь, просто потряситесь. Okay, now just feel. Да, а теперь снова просто попробуйте почувствовать. Okay, Ludmila, that's terrific. Да, Людмила, это чудесно. Okay, now for a couple of sessions, we looked at the horizontal bands, yes? Пару раз мы смотрели на вот эти горизонтальные такие участки, зоны. Yes, you remember doing that? Yes. Помните, да, как мы это делали? So now you know how to do that. Сейчас вы уже знаете, как это делать. For yourself and maybe with your patient. Для себя или, может, с вашими клиентами. Now I teach you something else. Сейчас я научу вас кое-чему еще. How we make our postural dynamic. Это то, каким образом мы создаем свою динамику позы. There are 3 dimensions of the body. Есть 3 измерения тела. So let's try first raising your hands up, 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 up. Давайте сначала попробуем поднять руки вверх. Make yourself very long. Сделайте себя очень длинными. And when you put your hands down, leave your spine very long. А тогда по мере опускания рук продолжите оставлять свой позвоночник вытянутым. Leave it, leave it, leave it. Yeah. Make long from the pubic bone to the collarbones. Exactly. Да, попробуйте растянуть его, сделать более длинным, начиная от лобковой кости до грудной кости. And notice. И просто заметьте. And now let's take your hand here. Descend in vertical and make your spine. А теперь попробуйте руки медленно опускать и также, чтобы ваш позвоночник опускался. From the collarbone to the pubic bone, we get smaller. Чтобы от грудины до лобковой кости укорачивался позвоночник. This dimension is short. То есть вот это измерение будет таким коротким. The other one I call long. А другое я назвала длинным, да. Okay, let's find the push of our feet against the earth.
Давайте снова начнем находить толчок наших ног по направлению к полу. And grow a little bit. И попробуем немножко вытянуться. Now take your hands to the sides. Теперь поместите руки по сторонам. My right hand goes to the right, my left hand goes to the left. Да, правая рука вправо идет, левая влево. That dimension is wide. Это измерение, это широта. You're wide in your upper chest, your diaphragm area, maybe even your pelvis. Вы можете быть широкими в грудной клетке, в диафрагме, даже в тазу. Yeah, good. Take your legs like that, even wider. Да, попробуйте так вот руки, ноги поставить, можно даже шире. Now gather everything together, bring your legs together. Now we're narrow. А теперь мы сужаемся. Вот, попробуйте сузиться и ноги вместе поставить. Now when you're narrow, you know you're also shorter from your spine, yes? И когда вы сужаетесь, вы также становитесь укорачивающимся в позвоночнике. When you're wider, you're also long in your spine, yes? И когда вы расширяетесь, вы также удлиняетесь в позвоночнике. Okay, now go back to neutral. Хорошо, перейдите в нейтральное положение. Third dimension, И третье измерение concave – это впуклость, or convex. либо выпуклость. So go concave. To go concave, push your hands forward in the Для того, center. чтобы стать впуклым, попробуйте протянуть руки вперед. And to go convex, push your elbows back. А чтобы стать выпуклым, попробуйте ваши локти отвести назад. If I'm convex, I'm also long and wide, yes? И если я выпуклая, то я также и широкая, и длинная. If I'm concave, I'm narrow and short, yes? Если я впуклая, то я также короткая и узкая. Beautiful. This is how we shape our postural dynamic. Прекрасно. Вот это то, каким образом мы формируем нашу динамику позы. So let's make ourselves a little bit short, narrow, and concave. Давайте попробуем стать немножечко более короткими, узкими и впуклыми. Maybe even a little more. Даже, может, еще сильнее. Yulia, just a little more. Да, Юлия, немножко сильнее. Yeah, Да. beautiful. Because I want us to walk around Потому что я хотела, чтобы мы походили в таком виде. and notice what the world is like. И заметили, каким нам сейчас будет казаться мир. How do you experience yourself living in this world? Каким образом вы сейчас переживаете себя, когда вы вот так живете в мире? What could the world be saying? Sorry? What could the world be saying to you? What does the world say to you? Что мир может говорить вам в таком состоянии? What do you say to the world? Что вы говорите миру? If you want to take a minute and write it down, because we're going to talk about it later. Вы можете взять минутку и записать эти послания, мы про них будем говорить. Or maybe you remember it. Или вы можете просто запомнить их. What does the world say to me? What do I say to the world? Что мир говорит мне, что я говорю миру. These are existential statements of how we live in this moment. Это будет вашим экзистенциальным посланием о том, как я живу в данный момент. Okay, can you now long and wide and convex, А теперь станьте более длинными, широкими и выпуклыми. and see if we take our walk. И снова попробуйте продолжить ходьбу. What are we saying to the world? И снова, что мы говорим миру, What is the world saying to us? что мир говорит нам. Notice how the world feels, how the ground feels under your feet. И каким образом переживается мир, каким образом чувствуется земля под ногами. And if you don't
have a statement, don't worry. И если у вас нет какого-то такого послания, то ничего страшного. This is a practice. Это всего лишь практика. When you feel ready, come to sit. И когда будете готовы, можете снова присесть. Or you can continue standing, whatever you feel like. Или же продолжайте стоять, если захотите. When you become familiar with your dimensions, Когда вы познакомитесь с вашими измерениями, how you shape yourself in relation to your friends, lovers, family, и то, каким образом вы формируете себя в отношениях с друзьями, любовниками, семьями, how you shape yourself in relation to the tragedy of what you see, hear, experience of the war. также каким образом вы формируете себя по отношению к трагедии и к опыту войны, You know something important about yourself. то вы сможете знать что-то очень важное по поводу себя. To notice yourself is to care for yourself. И помните, я говорила, что замечать себя – это уже забота о себе. When you are in relation to your patients, И когда вы находитесь в отношении с вашими клиентами, notice how they shape themselves in relation to you during the session. попробуйте замечать, каким образом они себя формируют по отношению к вам во время сессии. If they come in short and narrow and convex, Если, concave, sorry, и если вы замечаете, что они приходят к вам узкие, короткие и впуклые, at what moment does that shift? то интересно, в какой момент это может измениться. Something changed in this social ground. Это будет означать, что что-то изменилось у нас на нашей социальной поверхности. Something has changed in the ground underfoot. И также что-то, возможно, изменяется на поверхности, которая находится под нашими ногами. If your patient comes in one form and it never changes, И если ваш клиент приходит в одной форме, и она никогда не изменяется, where is the forming and reforming of contacting? то куда же девается формирование и переформирование контакта? There is forming and reforming, but it's so subtle and there's a frozenness to it. И, или скорее оно происходит, но очень такое на маленьком уровне, незаметное, и, возможно, там много замершести в нем. I don't want to change it, Oksana. И я не хочу это менять, Оксана. I want to notice and experience that. Я просто хочу замечать и переживать этот опыт. Yeah? Да. So we have some minutes left. I'd like to know and hear your existential statements or anything else that you want to share. Да, у нас есть несколько минут, но я хотела бы услышать ваши экзистенциальные послания, если они есть. You can put them in chat or you can raise your hand. Вы можете в чат их написать или поднять руку. There is a hand there. Oh, okay, Max. Да, Макс. Вот. Когда короткий и узкий, то When I was short and narrow, мир опасный, the world is dangerous. я осторожный, I am cautious. мир говорит стой, не лезь. The world says to me, stop, don't come here. Я говорю, я проберусь. Я проберусь. Да. And I will repeat to the world, I will sneak. You will sneak around the world? В смысле, проберешься через мир? Through. Into the world. Sneak through the world? Mm-hmm. Yeah. So I live as if I have to sneak through you because you're so dangerous for me.
То есть как будто мне нужно пробираться через тебя из-за того, что ты такой опасный для меня. Now, if this came up in a therapy session, Max, Если бы это возникло в терапевтической сессии, Макс, and we were exploring this posture with you, и мы бы исследовали эту позу с тобой, I would have you say that to me as your therapist. я бы предложила сказать это мне как терапевту. Ruella, I have to sneak through you because you're dangerous for me. Например, Руелла должен прокрасться, пробраться через тебя, потому что ты опасная для меня. How you're living there will be reflected here. Поскольку то, как ты живешь там, будет отражаться и на здесь сейчас. And then, Max, I'm curious, how am I dangerous? How can you tell me? И тогда я бы поинтересовалась дальше, Макс, каким образом, как я опасна? I am opening, sorry, honey, I'm opening a dialogue between us. То есть я бы начала открывать диалог между нами. One hopefully with flexibility С надеждой на восстановление гибкости. that over time will create a more stable ground socially and underfoot. И с надеждой на то, что мы создадим более такую вот крепкую опору социальную и под нашими ногами. Is that clear? Понятно ли это? Yeah, good, Max. Okay, thank you. Да, хорошо, спасибо. There was another hand, but I can't pronounce the name and I don't know what Да, была еще рука, но я имя не могу прочитать. Дмитро был. Someone had a hand? Да, это я. Yes, it's me. Okay, good. A hand and a beard I saw. У меня было интересное чувство, когда я ходил выпуклый. I had an interesting experience when I was convex. Вначале я просто почувствовал, я классный. Ну вот миру хотелось сказать, я классный. I felt like I'm cool. I'd like to say to the world that I'm cool. Okay, beautiful. Wait, beautiful. What's another word for cool? Because that is slang. I don't know how you translate. Есть какое-то еще это не сленговое слово для вот этого классный. And I want to make sure I know what you mean by this word. Просто я хотел бы узнать побольше, что ты подразумеваешь под этим словом. Вот продолжение сейчас скажу. Okay, I just want to continue and you'll understand. Okay. Я посмотрел в зеркало, сбоку было зеркало. I looked at the mirror. И я почувствовал, что я горжусь. И текст был поклоняй, ну вот как король, ну вот вроде бы как. And I felt proud of myself, like a king. И я прям испугался, текст, ну вот, поклоняйтесь мне шел, вот такое вот послание, а люди как будто бы шляпы снимали, ну типа, да. I was even scared by the message, like bow before me, and people just waving their heads, you know. И мне стыдно за это, но я очень удивлен. And I feel embarrassed because of this and surprised. Very, very cool. Очень круто, очень классно. My first time teaching in Europe. В первый раз, когда я преподавала в Европе. You all know Carmen Vasquez-Bandin. Вы, наверное, знаете Кармен Васкес-Бандин. She's, yeah, big teacher in Europe. Она такой известный тренер в Европе. I was going to teach for her first time ever. И я собиралась впервые преподавать у нее. I'm generally shy. И я обычно довольно скромная. And my friend said, Ruella, pretend you are the Queen of Spain. И она мне сказала, Руелла, притворись, что ты королева Испании. So I practiced being the Queen of Spain. И я долго практиковалась, как стать королевой Испании. And I did that. I brought my Queen of Spain to Spain. И я сделала это. Я привезла свою королеву Испании в Испанию. Sometimes changing dimensions so radically. И иногда, меняя наши измерения так радикально, can be frightening at first. Может нас пугать вначале. How can I be as big as I want to be? Как я могу быть такой большой, как хочу? Especially if I think the world wants me to be small. Потому что обычно, конечно, я думаю, что мир хочет, чтобы я была поменьше. Just let me toss something in about wartime. Сейчас хочу кое-что добавить по поводу военного времени.
We have to notice how we shape ourselves in this trauma-filled experience. Вам важно замечать, как мы оформляем себя в этом травматическом опыте, поле травматического опыта. We are fighting all the time. И мы же боремся все время. Whether you're in Ukraine, Israel, Poland, England, wherever. И неважно, в Украине, или в Израиле, в Англии, в Польше, где угодно. We have to notice ourselves and notice how we're supporting ourselves. Очень важно замечать, как мы есть и как мы поддерживаем себя. So we can continue this fight. Для того, чтобы мы могли продолжать свою борьбу. That makes sense to you? Имеет ли смысл то, что я говорю? Yeah, okay. Хорошо. Tanya, I see Таня. your hand, or there's, where are you, Tanya? Таня, где ты? Did she leave? Because she No, said, no, no, there is no sound. Сейчас слышно? Yes, да, сейчас. Ну, у меня прям случилось такое открытие, я на уровне тела пережила все-таки, как связано, насколько связано то, как мы, какую позу мы принимаем, как мы живем себя в теле и как мы в связи с этим воспринимаем мир. For me, it was an insight how the way we shape ourselves and live our body defines how we receive the world. Если в первом случае, когда я была узкая и сжималась, я себя переживала, мир воспринимала я как устрашающим и страшным, а я себя ощущала маленькой и беспомощной. When I was short and narrow, I felt the world dangerous and I felt like a small and helpless. Во втором случае, когда я раскрывалась и увеличивалась, мир сразу, я переживала мир как прекрасный, величественный, и я тоже себя переживала величественной, и так интересно, я почувствовала себя единой с миром, что мы yeah, and during the second experience, when I expanded, I felt the world like glorious space, and I felt glorious as well. И мы едины с ним. And we were the whole with the world. now we worked with two polar opposites. Да, мы работали с двумя полярностями, конечно, здесь. They're neither like this nor like this. Да, одна была такой, другая такой. Another experiment that you can try for yourself, or we can do sometime. И еще один эксперимент, который можно попробовать самим, или мы можем его сделать когда-нибудь. Stand facing the other. Стать по направлению лицом к другому. You can do this with each other as therapists. It would be И вы useful. можете сделать это друг с другом, как терапевты. This is my normal dynamic. Это сейчас моя обычная динамика позы. And then I reduce myself incrementally. А сейчас я буду постепенно уменьшать себя, Standing in front of the other. стоя напротив другого человека. Every move has a different sense experience. И тут появляется просто другой сенсорный опыт. What happens between us now? Например, что происходит между нами сейчас, What happens now? а сейчас, Now. или сейчас. Same thing when I expand То же самое с тем, когда я начну расширяться. in increments, Тоже постепенно. very, very slowly. Очень-очень медленно. And the person who's there not doing anything but noticing themselves with you. А человеку не надо ничего, напротив, ничего делать. Просто замечать, как ему с вами. My partner makes themselves small and taller and bigger. Когда мой партнер делает себя либо меньше, либо больше, How do I feel? как это влияет на то, как я себя чувствую? What does it do for me? И что это делает для меня? When they get small, do I want to rescue them? Когда он становится меньше, хочу ли я его спасать? When they get big, do I want to run away? Когда он становится большим, хочу ли я убежать от него? This is a wonderful experiment to do in your training. Это прекрасный эксперимент, который можно сделать в вашем обучении. Grab a friend and explore. Да, найдите себе друга и поисследуйте с ним. Because
we don't live in the polar opposite. Потому что мы можем жить в полярностях. But in the subtleties of the between. Но вся такая вот детализированность, она, конечно, находится между этими полярностями. Olga. Ольга, да. Where's Olga? Here. Just raise your hand. Да, просто подними. Okay, there. Yes. Да, вот ты где, да. Когда я была узкой, было ощущение, что мир очень большой, а я очень маленькая. Все большое, все стало больше. When I was short and narrow, the world was big and I felt small and everything felt big, too big. А тогда, когда я была широкой, у меня появилось желание контактировать и агрессировать скорее. Я толкнула шкаф. And when I was big and long, I felt the urge to contact and to aggress. I even pushed the drawer. Cabinet. The cabinet, yeah. Very interesting. Очень интересно. When you were big, you wanted to push with higher intensity effort. То есть, когда ты была большой, тебе захотелось толкать с высокой интенсивностью. Мне захотелось отжиматься и делать что-то с телом. Yeah, and I wanted to press against the floor or do something with the body. Your aggressing is moving, how you move. Aggressing is how you move toward the world. Да, агрессирование, конечно же, это способ движения к миру. Here, it's different for you than here. И я услышала, что в расширенной позиции это отличается, чем в суженной. Can you look at some of these chats here and see? Сейчас в чат давайте посмотрим. Yeah, world is big, I'm small. I don't value the things I have. Wait. When the world is big or when the world is small or both? I don't value. I don't know. Okay, wait a second. Someone said, I don't value the things I have. Can you say who said that? I don't. Вот кто, Оксана Овсиенко сказала, я не ценую то, что маю, это когда? Это когда маленький или когда большой был? Не ціную те, що маю, це коли великий. When I was big. When you're big, you don't value the things you have. Да, когда ты большая, ты не ценишь то, что есть. So I live as if the things I have are not of value. То есть я живу так, как если бы все то, что у меня есть, не имело ценности. That's very interesting. Интересно. And does she say when she's small? А что, когда маленькая? I think I'm not in a hurry and the world doesn't change. Okay, thank you. Да, я не поспешаю, світ не меняется. Да, спасибо. I have to slow myself down so the world does not change. И, похоже, я должна замедлить себя для того, чтобы мир не менялся. We're looking to make these existential statements. Да, мы просто смотрим на эти экзистенциальные послания. Just, we have 1 minute, but before we leave, У нас осталась минутка, но до того, как мы завершимся. who was uncomfortable being so big? А кому было некомфортно быть большим, таким большим? Yeah, who else? Да, кому еще? Oksana, you're smiling. Does that mean you were uncomfortable? Оксана, ты улыбаешься, значит ли это, чтобы тебе было некомфортно? No. Нет. It's a good question, though. Хороший вопрос, несмотря ни на что. Will be uncomfortable growing and some uncomfortable shrinking. Потому что у некоторых неудобства начинаются, когда они вырастают, а некоторые неудобства переживают, когда уменьшаются. Okay, George, before we leave, is there some kind of emergency thing we need to address in the chat before we leave? Есть ли какая-нибудь там, какая-то что-то очень срочное или важное, куда нужно обратить внимание в чате? I don't know.
There is a comment that our president, when some foreign delegates come, he's very convex. Convex. Yeah. Yeah. He needs to be convex. Конечно, ему надо быть выпуклым. I love your president. Да, я люблю вашего президента. Okay, I hope this was helpful. Окей, я надеюсь, что то, что мы делали, имеет для вас смысл. I never know. Sorry? I never know. И я никогда не знаю, на самом деле, заранее. But I will think about you for Но sure. я буду про вас думать. I stand with Ukraine with all my heart. И я остаюсь с Украиной со всем своим сердцем. And I see you in 2 weeks and we look at how to unpack retroflecting. И увидимся через 2 недели и попробуем распаковывать ретрофлексии. George, thank you for being so wonderful as ever. Thank you, pleasure. I have to translate that. Меня поблагодарили. He translates with his hand in front of his mouth. Да, он сейчас переводил, закрывая лицо рукой. Okay. Take good care, the best care possible. Да, постарайтесь заботиться о себе наилучшим способом. And I see you in 2 weeks. И увидимся через 2 недели. Bye. Thank you, Ruelла. Bye. Thank you.